Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. И сегодня мы вяжем вот такой вот капюшон, капор, как хотите, так его и назовите. Возможно, даже и чипчиком его можно назвать. Вот на таких вот оригинальных завязках. Вяжется просто, вообще невероятно просто и быстро. Поэтому новички, кто учится вязать, эта модель для вас. Очень все просто, по петельному, буквально за вечер. Вот такая вот интересная модель получается. Вот. И актуальная в этом сезоне. Все, еще раз повторюсь, очень просто, очень быстро. Вот, и очень красиво, как ни странно. Итак, нам понадобится спицы 8 миллиметров, крючок 7 миллиметров, так, крючок 7, спицы 8 миллиметров. Так, пряжа. По пряже у нас 150 граммов, 120 метров, 30% альпака, 10 шерсть, 60 акрил, ярнард альпины альпака. Вот. 150 граммов здесь у нас один моток. И на спицы на одну спицу мы набираем 51 петлю. Пятьдесят, 51. Теперь конец свободный я завязываю всегда и вяжу резинкой 1 на 1. Первую петлю снимаю и начинаю с лицевой. Лицевая, в конце ряда должна остаться лицевая и последняя кромочная изнаночная. Далее вяжем по узору резинку 1 на 1. Продолжаем вязать резинкой. Итак, я провязала 6 рядов. После 6 рядов начинаем вязать чулочной гладью. Это значит, что один ряд лицевыми петлями, кромочная, изнаночная, а изнаночный ряд изнаночными петлями. И продолжаем чулочной гладью вязать. Итак, провязала я 24 ряда. Вот высоту чулочной гладью. Это у меня изнанка. С лицевой стороны это выглядит вот так вот. Теперь складываем все полотно лицевой стороной вовнутрь. Вот так вот спицы у нас смотрят друг на дружку. Внутри у нас лицевая сторона.
Вот примерно. Здесь ничего пока считать не нужно. Достаем леску и подвигаем петли ближе к краю на обеих спицах. И будем сшивать при помощи крючка. Для этого с каждой спицы берем по одной петле и провязываем их крючком. Далее снова с каждой спицы 1, 2. И теперь 3 петли провязываем вместе крючком. 1, 2. Вот так вот это выглядит. Мы одновременно закрываем петли и сшиваем полотно. Так, и вот смотрите, теперь у меня осталась одна петля здесь. Вот эти петли я закрыла. И на спицах остается здесь 3, здесь 4. У вас может быть наоборот. Я теперь переношу эти все петли на одну спицу. Вот такие петли нужно на вторую. На эту спицу нужно петли, чтобы они были открытым срезом к крючку. Нить у меня здесь. Я переснимаю все петли на крючок. Здесь их у меня 8 теперь. И вот таким вот образом протягиваю нить через все петли. Вот. Теперь вот этим хвостиком завязываю узел. Вот эту нить не нужно обрезать под узел, потому что она может распуститься. Ее желательно вот так вот продеть и спрятать, чтобы в случае развязывания можно было эти петли собрать и снова завязать. И эту нить мы уводим в шов. Так, есть. Вот таким образом у нас получается нет вот этой пимпочки на макушке. Получается вот такая вот верх капюшончика, такой вот симпатичный. И вот так вот выглядит этот шов вполне себе симпатично. Далее завязки. Для завязок мы берем основную нить и одну спицу. Опять же, здесь мы набирать будем петли другим способом. Для этого я на спицу одеваю нить и завязываю, одну петлю делаю и набираю 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Есть. Теперь смотрите, я беру вот этот вот срез. Тут у нас резинка, здесь вот шов, который к горлышку. И при помощи крючка вот здесь вот достаю первую петлю и одеваю ее на спицу. Это можно сделать и спицей. Далее уже из каждой через петлю, вот смотрите, первая петля у меня идет лицевая. Вот смотрите, из петли, не из кромочных я достаю, а из петли, чтобы было красиво. Одну петлю достала, одну петлю пропустила. Вот так вот через одну я набираю петли.
Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 вот по центру. И далее таким же самым образом на второй половине. Раз. Два. 15, 16 и вот 17 отсюда, как бы из кромки 17. Так, есть вот по нижнему срезу и еще 20 воздушных петель. Раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все, теперь я поворачиваю работу и вяжу первый ряд изнаночными петлями. Именно изнаночными до конца ряда. Вот уже я провязала эти петли, теперь перехожу на основное полотно. Вот, довязываю ряд до конца. Следующий ряд лицевые и так далее. То есть лицевой, изнаночный ряд, все как на основном полотне. Так вот это выглядит. Оно у нас должно закручиваться. Всего я провязала 7 рядов, нечетное количество. И теперь я закрываю все петли. Закрываю эластичным способом. Для этого делаю накид, провязываю лицевую, потом одеваю накид и одеваю основную петлю. Далее снова накид, лицевая, одеваю накид, одеваю основную петлю. И таким образом продолжаю. Ой. Получается вот такое вот эластичное закрытие петель. Вот получается такой пластичный как бы валик у нас. И закрываем до конца.
Так, в конце уже накид не нужен, просто 2 петли вместе провязываем, обрезаем. И продеваем. И теперь я, так как валик у нас будет вот так закручен на изнаночную сторону, то нить я продеваю вот сюда, как бы где у нас лицевая гладь. Чтобы она у нас спряталась в этом валике. Ну, хватит. Здесь уже можно обрезать. Так, вот такой вот у нас капюшон получился. Здесь у меня еще петли от набора петель, петли ниточка, я ее тоже продеваю. Так, вот и все. Вот и все. Вот такой вот сегодня у нас капюшончик. Вяжите себе. Очень удобная вещь. Можно и на голову, и как аксессуар на шею капюшончик. Вполне себе такая популярная модная вещица. Все, а на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.